Здравствуйте! В предыдущем фильме я рассказывала о том, как выполняется поиск в интернете. А в этом фильме я хочу рассказать о том, как сохранить найденный ответ. Напомню основные моменты процесса поиска. Поиск выполняется при помощи браузера. В строке поиска браузера вводится поисковый запрос. Запрос из браузера передается в специальную программу– поисковик. Эта программа работает на специально выделенных компьютерах в специализированных центрах обработки информации. Поисковик находит много подходящих ответов и передает их обратно в браузер на компьютер пользователя. Браузер демонстрирует все найденные ответы на отдельной странице. С этой страницы ответов можно перейти на те сайты, на которых содержится искомая информация, и подробно ее изучить, чтобы сделать точный вывод о том, подходит ли найденный ответ. Потребность в сохранении найденной информации возникает не всегда. Бывает, нам просто достаточно посмотреть картинку или прочитать текст, найденный на странице сайта. Информация добавляется к системе знаний в нашей голове, и больше не требуется изучать ее ни в каком источнике. Но иногда у нас недостаточно времени, чтобы подробно изучить найденную информацию. Иногда найденная информация является достаточно сложной, имеет много деталей и особенностей, которые просто невозможно удержать у себя в сознании и в памяти после единственного прочтения. А в том случае, когда мы искали в интернете законченный продукт, книгу, картину, аудиозапись, видеофильм, в этом случае нам бывает интересно сохранить этот продукт на своем компьютере, чтобы посмотреть или прослушать его в любое удобное время, возможно, даже не один раз. В этом фильме я хочу рассказать о 5 способах сохранить найденный результат. Вот эти способы. Первый способ– оставить открытую вкладку в браузере. Второй способ– скачать страницу сайта. Третий способ– скачать файл. Четвертый способ– выборочное сохранение при помощи буфера обмена. Пятый способ– запомнить адрес. Все эти способы имеют свои достоинства и недостатки. Ни один из них не является универсальным. И поэтому лучше всего знать все эти способы и пользоваться ими в соответствии со своими потребностями. Когда мы принимаем решение о том, что какую-то информацию из интернета мы будем сохранять на свой компьютер, мы должны понимать, что информация является материальным объектом. Она занимает определенное место в пространстве. Процесс сохранения составляет некоторое время. Объем скачиваемого файла и время загрузки имеют существенное значение для того, чтобы принять решение о сохранении информации на свой компьютер. Объем файла не должен превышать емкость магнитного носителя, установленного на компьютере. И даже более того, он не должен превышать свободное место, доступное на носителе. В настоящее время у компьютеров имеются очень большие пространства для хранения файлов. Поэтому, в принципе, разместить файл практически любого объема не составляет проблемы. Но у большого объема есть особенность. Чтобы записать на компьютер файл большого объема, потребуется достаточно много времени. Кроме того, важно еще знать, есть ли на компьютере программа, которая может открыть файл, полученный из интернета. В интернете мы рассматриваем файлы при помощи программ, являющихся частями браузера, или при помощи программ, установленных на сайтах. А после того, как файл помещен на индивидуальный компьютер, программы, встроенные в браузер, для такого файла могут не действовать. На компьютере должны быть специальные программы, которые позволяют открывать файлы этого типа. Эти вопросы являются важными, но чаще всего незнание таких вещей, как объем файла, есть ли программа, которая может открыть файл, часто это не останавливает человека от желания скачать файл из интернета. То есть у файла в интернете пользователь
часто не изучает эти характеристики, а просто сразу приступает к скачиванию и уже по ходу решает возникшие проблемы. Или попросту может не заметить эти проблемы, если на компьютере достаточно места, если файл короткий, если имеется соответствующая программа. Но если в этой цепочке что-то происходит не так, во время загрузки станет ясно, что загрузка будет слишком долгой. Файл может быть записан на компьютер, но посмотреть его не удастся, пользоваться файлом будет невозможно. То есть желаемый результат не будет получен. Возможно, пользователь будет разочарован, но ничего страшного в этом нет, потому что файл все равно имеется в интернете, и его можно посмотреть при помощи браузера. Следующий вопрос, над которым нужно подумать, где будет размещен этот файл, чтобы потом найти его на своем компьютере. Часто пользователь тоже не задумывается над этим вопросом, а сразу приступает к сохранению интересующего его файла. То, что пользователи поступают именно таким образом, конечно, известно разработчикам программного обеспечения. Поэтому на каждом компьютере существует папка, в которую выгружается информация из интернета, если пользователь не хочет думать об этой детали. Эта папка называется «Загрузки». Более грамотные пользователи могут регулировать настройками место размещения загружаемых файлов. С течением времени папка загрузки может стать очень большой. Недостаток каждого большого хранилища, в котором нет никакого порядка, состоит в том, что в таком хранилище очень трудно что-нибудь найти. Поэтому прежде чем сохранять что-то, лучше всего подумать о том, где это сохраненное будет находиться. Решить это для себя, запомнить это место, название папки в системе папок на диске в компьютере. А при сохранении можно присвоить файлу, полученному из интернета, свое собственное название, которое легко запомнить, которое будет связано с личными ощущениями и собственным пониманием действительности. Ну и только в последнюю очередь важно знать, как выполняется сохранение, каким способом. Я знаю 5 таких способов, и сейчас я вам о них расскажу.